ТВ-приставки давно могут не только воспроизводить фильмы, многие из них обладают возможностью полноценного интернет-серфинга. На текущий момент в продаже представлено большое количество приставок Smart TV от разных производителей. И новичку разобраться во всем этом разнообразии не так-то просто. В этом видео лучшие на сегодняшний день приставки для телевизора в разных ценовых категориях, которые должны удовлетворить запросы большинства покупателей. Конечно, в топ можно было поместить еще немало моделей, но именно эти, на мой взгляд, точно не подведут. Поехали! ZTE B866. Цена от 3000 рублей. Как и большинство других, этот медиаплеер легко помещается в ладони. Длина и ширина по 10 см, толщина 2,3 см. Ну а в данном случае компактность нельзя назвать неоспоримым плюсом. Все-таки девайс предназначен для установки на поверхности, но из-за небольшого веса может повиснуть на жестких проводах. Зато подключается и настраивается устройство просто. Разберется даже ребенок. Операционная система дает доступ ко множеству приложений. При работе с интернетом проблем не возникает. Скорость передачи данных тут радует. Интерфейс тоже достаточно быстрый. Воспроизведение звука и видео также на высоте. С играми ситуация немного хуже. Гаджет поддерживает только самые простые из них. Есть претензии к системе переключения каналов. Даже чтобы перейти на ранее избранный, необходимо выходить в меню, а это лишние операции. Кроме того, пульт управления слишком длинный и неудобно лежит в руке. Впрочем, можно управлять голосом. Эта же возможность упростит поиск контента. В целом, как ТВ-приставка, прибор работает отлично. Он легко превращает обычный телевизор в умный, а мелкие неудобства компенсируются качеством изображения и надежностью. Плюсы – простые настройки и быстродействие. Минусы – поддерживаются не все игры, неудобный пульт управления, а также неудобное управление каналами. Медиаплеер из среднего ценового сегмента с высоким качеством передачи изображения Xiaomi Mi Box S. Цена от 4000 рублей. Звук и видео воспроизводятся без задержек. Девайсу доступен формат 4К с частотой 60 кадров в секунду, что исключает эффект смазывания даже в самых динамичных сценах. Радует и поддержка 10-битной глубины цвета. Благодаря этому картинка становится более насыщенной и детализированной. Устройство соединяется с интернетом исключительно по Wi-Fi, но к недостаткам это отнести нельзя, поскольку сигнал достаточно устойчивый. Все необходимые приложения скачиваются из Play Market. Предусмотрено расширение встроенной памяти за счет обычной флешки, правда USB-порт только один, так что подключить карту для соединения по локальной сети или джойстик для игр одновременно с флеш-накопителем у вас не получится. Пожалуй, это единственный недостаток. В процессе эксплуатации ТВ-приставки нареканий не вызывает. Все необходимые настройки работают из коробки, а пользовательский интерфейс удобный. Пульт управления эргономичный, в него встроен мощный микрофон для голосового управления. Подносить близко к рту не надо, поскольку голос распознается даже на расстоянии вытянутой руки. Плюсы – качество изображения и глубина цвета 10 бит. Минусы – один USB-порт. А следующий гаджет от яблочного производителя выполнен практически безупречно. Видео с высоким разрешением и детализацией для него не проблема. Звук тоже на высоте. Apple TV 4K New 32 гигабайта. Цена от 15 тысяч рублей. Мощный процессор позволил добиться превосходной скорости работы. Управление достаточно простое. Отдельного внимания заслуживает небольшой и удобный пульт с несколькими физическими кнопками и сенсорной панелью. Прибор можно использовать как джойстик для игр. Благодаря встроенному акселерометру любители гонок могут управлять машиной, просто поворачивая его из стороны в сторону. ТВ-приставка подключается к интернету по Wi-Fi или через кабель. Доступны все популярные сервисы, множество телеканалов и, конечно, весь контент, предлагаемый пользователям компании Apple. Встроенной памяти хватит на многое, в том числе на несколько музыкальных библиотек. Кстати, Bluetooth позволяет подключить сразу две пары наушников AirPods. Все достоинства сразу вот так не перечислить, а недостаток он всего один – сравнительно большая цена. Плюсы – отличное качество изображения, большой объем памяти, функциональность, быстродействие и надежность. Минусы – сравнительно высокая цена. А основной плюс следующей модели – компактность, но и сам бренд не заставляет задумываться о качестве и надежности. Xiaomi Mi TV Stick 2K HDR. Цена от 2800 тысяч рублей.
С виду ТВ-приставка похожа на большую флешку. Длина около 9 см, а ширина 3 см. Гаджет легко помещается в кармане, его можно брать с собой куда угодно, что позволяет значительно расширить возможности старых телевизоров, в том числе и смарт-моделей первых поколений. К приборам он подключается непосредственно с помощью HDMI разъема на конце. Сбоку есть вход microUSB для питания. Если модель телеприемника оборудована портом USB-A, можно подать напряжение от него через шнур, который находится в комплекте. Второй вариант – питание от стационарной сети через адаптер. В силу малых размеров эта ТВ-приставка собственным аккумулятором не обладает. Подключение к интернету происходит только через Wi-Fi. Операционная система открывает доступ к скачиванию всех необходимых приложений. Также возможна передача изображений со смартфона. На пульте девайса есть микрофон для голосового управления. Можно управлять и пультом телевизора, но иногда случаются секундные задержки в работе интерфейса. Других нареканий нет. Плюсы – компактность и функциональность. Минусы – возможные задержки в работе интерфейса, нет проводного подключения к интернету, а также нет автономного питания. Не забудь подписаться на канал, чтобы не пропускать новые выпуски, и все ссылки будут, как всегда, в описании. А если ты из того поколения, которое били телевизоры кулаком и переключали каналы плоскогубцами, то обязательно поставь лайк. Поехали дальше. Одна из наиболее недорогих моделей на рынке, в то же время она стильно выглядит. Одна из наиболее недорогих моделей на рынке, в то же время которая стильно выглядит и обладает множеством функций, Ромбика SmartBox A1. Цена от 2000 рублей. Помимо просмотра фильмов, фотографий и прослушивания музыки, пользователям доступен веб-браузер, что позволяет переходить на интернет-сайты прямо с телевизора. Также можно вывести на экран изображение со смартфона или планшета. ТВ-приставка работает на сравнительно актуальной версии операционной системы Android, что открывает доступ к Play Market, где есть все необходимые приложения. Правда, при соединении по Wi-Fi может понадобиться мощный роутер или усилитель. Некоторые пользователи отмечают, что в противном случае интернет будет работать медленно. Если необходимо соединиться с компьютером, лучше это делать через шнур. Также не исключены лаги при воспроизведении видео в формате 4К. В остальном же гаджет нареканий не вызывает. Учитывая цену, девайс стоит своих денег. Плюсы – сравнительно невысокая цена и функциональность. Минусы – возможные задержки при воспроизведении видео высокого разрешения, а также возможно медленная работа интернета при подключении через Wi-Fi. А самое важное, что нужно знать, не стоит включать телевизор и мозг одновременно. Это несовместимые вещи, как камин и кондиционер. А вот с ТВ-приставкой совсем другое дело. А следующий гаджет имеет собственную операционную систему, поэтому подключение к сторонним сервисам, например Google, будет невозможно. Но в целом он совсем неплох. Sberbox. Цена 2400 рублей. Пользователь может выбирать только из приложений, предложенных разработчиками системы. Также приставку нельзя подключить к интернету через шнур, соединение исключительно по Wi-Fi. Девайс достаточно функциональный. Проблем с воспроизведением видео, включая формат 4К, не возникает. Настройки очень простые. Интерфейс работает быстро. У устройства есть несколько интересных возможностей. В частности, управление голосом с помощью виртуального ассистента Salute. Программа справляется со своими функциями отлично, при этом корректно распознает фразы и интонации. Для тех, кто интересуется кинематографом, есть функция автоматического распознавания актеров. При ее активации кадр с персонажем ненадолго останавливается и всплывает текстовая информация об исполнителе роли. Кстати, если смотреть ТВ-контент не сначала, то можно отмотать назад. Конечно, при условии, что такую функцию поддерживает выбранный канал. Плюсы – достойный голосовой помощник, быстрый интерфейс и распознавание актеров. Минусы – нет проводного подключения к интернету, ограниченный набор приложений. Напиши в комментариях, какие приставки заслуживают места в топе лидеров, их точно еще немало. А если тебе к ТВ-приставке нужен достойный телевизор, посмотри вот это видео. Да пребудут с тобой инновации.